Индоминус рекс. Солянка из объединения генетических черт тираннозавра, велоцираптора, гигантозавра, маюнгозавра, карнотавра, пикнонемозавра, куилмезавра, виавинатора, терезинозавра, ругопса, дейнозуха, каракатицы, древесной лягушки и гремучей змеи. Индоминус рекс – это смертоносный сплав ловкости, мускулатуры и устрашающе высокой степени интеллекта, сопоставимой с велоцирапторами. Индоминуса рекса создавали в качестве секретного оружия, прикрываясь безобидными аттракционами парка «Мир юрского периода». Динозавр получился впечатляющим и унаследовал лучшие черты как выдающихся ископаемых хищников, так и современных видов. Индоминус рекс телосложением напоминал тираннозавра рекса, который является основой генома гибрида. Окраска индоминуса серовато-белая. Почти все тело было покрыто остеодермами, доставшимися от генетического материала карнотавра, пикнонемозавра, куилмезавра и виавинатора. Индоминус имел хорошо развитые длинные передние конечности с противопоставленным большим пальцем, который мог достаться от звеньев ДНК древесной лягушки. Из-за ДНК терезинозавра он имел на них длинные и острые когти. На нижней части передних конечностей имелись многочисленные протоперия, которые также в небольшом количестве были на шее в виде шипов. Благодаря генетическому участию велоцираптора, строение кистей у индоминуса напоминает таковые у рапторов, у которых самый длинный коготь находился на самом длинном пальце, среднем. От присутствия карнотавра в генетическом составе над глазами животного имеются небольшие рога, а также сильные ноги, которые давали ему очень большую для своих размеров скорость в 50 км в час. По носу шел ряд наростов, как у ругопса, чьи нити ДНК были также использованы в составе гибрида. Череп индоминуса был немного вытянутый и заостренный к концу из-за участия в геноме ДНК гигантозавра, но более выпуклый сверху благодаря участию маюнгозавра. Глаза индоминуса были обеспечены третьим веком, из-за чего он моргал, как комодский дракон. За зубы, которые были оголены и скрещивались, отвечал дейнозух в генетическом составе. Зубы индоминуса постоянно регенерировались, это генетическая особенность всех тероподов, а также практически всех акул. Неправильно воспитанная самка индоминуса рекса показала, что в отличие от обычных плотоядных динозавров, ее действия вызваны ненавистью, яростью и психической нестабильностью. Ее безумное и дьявольское поведение было результатом ее огромного генетического состава, наделяющего ее многими ненормально увеличенными хищническими особенностями, к которым прилагались соответствующие поведенческие черты, и неправильного воспитания в изоляции от остальных динозавров, наружной среды и всяких родительских фигур в своем маленьком загоне, где ее единственные положительные отношения были с краном, который давал ей еду. Ее поведение также объяснимо, учитывая, что она тайно выводилась как ранний образец биооружия. В огромном генетическом составе участвовали два свирепых вида динозавров-каннибалов – тираннозавр и маюнгозавр. Самка была бесстрашной и готовой бросить вызов всему, даже такому крупному хищнику, как Ти-рекс. Подобно велоцирапторам, она могла гулять, где ей нравилось. Бывали случаи, когда самка индоминуса убивала добычу не в целях пропитания, а просто так. Из-за своего неестественного происхождения самка была без понятия о своем месте в природе, что также повлекло за собой ее незнание собственного голоса, который она пыталась постоянно безуспешно найти. Динозавр из кинофильма «Мир юрского периода». Не путайте, а лучше подписывайся на канал и ставь лайк. Каждый очень важен. Спасибо за просмотр.